Друзья, всем привет! Вернулся я снова в свою землянку. Так беглым взглядом смотрю, и внутри абсолютный порядок. И это очень радует, потому что приходить сюда и видеть мышиный помет, это прям неприятно. Но здесь прям идеальная чистота и никаких следов, по-моему, даже следов человека нет. Как всегда, пока я шел, соответственно, дождь поливал, но как только я зашел в землянку, дождь прекратился, и ночью обещали ливень. Не знаю, будет или нет, но я его очень сильно жду. Так, сейчас что у нас? Буду печку растапливать, а потом пойду собирать грибы. Тут поделаю какие-нибудь мелкие дела. Ну, посмотрим, в общем. Приятного вам просмотра. Надеюсь, видео понравится. Ну вот и дождь сразу кончился. Ну, смотрите, какой ужас творится. Там все просто насквозь. Хоть отжимай. Ну вот, еще и солнце вышло. Но я думаю, что я сейчас сначала затоплю печь в землянке, а потом пойду собирать грибы. Что надо будет все-таки, когда приду, просушиться как следует. Ну что, для начала я просто сетку повесил, чтобы мне дверь оставить открытой, и туда не залетали комары. Комаров очень много. Я думаю, что часть я уже запустил внутрь. От печки на самом деле будет очень страшная жара сейчас. Лето все-таки тепло. Так с открытой дверью придется сидеть. Комары вон так и норовят залететь внутрь.
Вообще надо было эту сетку давно сюда повесить, и может я ее даже здесь оставлю. Но эту я попозже на окно. Может быть, придется с открытым окном поспать, чтобы был свежий воздух. Ладно. Ну все, иду за грибами. Плащ вот тоже взял на всякий случай. Потому что тучи, по-моему, уже идут. Сегодня обещали сильный дождь. И я на самом деле его очень жду. И рассчитываю на то, что он пойдет. И переночевать в землянке в ливень сильный, это прям моя мечта. Никак я не могу поймать дождь. Но надеюсь, в этот раз получится. Набрал лисичек, вот такое количество. Такие достаточно крупные есть экземпляры. Я рассчитывал на самом деле на большее, потому что та поляна, которую я обнаружил в том году, ну там было просто неимоверное количество грибов. Ну, в этом году пока что слабовато. На самом деле, знаете, плащ-палатка удивительная вещь. Спасибо, кстати, Алексею, что мне ее подогнал. Классно. Мне, в общем, как раз она пригодилась. Я шел вот сюда, в землянку, и попал под дождь. Как раз я ее накинул. И благодаря ей я, собственно, не промок. Ну и свойствами она своими полностью обладает. То есть она буквально не промокает. Единственное, что я вот испачкал, конечно, край. У меня волочился по траве. А так в целом классная вещь. Ну что, наверное, сейчас закину дров в печку. Поставлю сушить обувь свою. Как раз у меня и плащ-палатка просохнет, и обувь. У меня достаточно много времени. Я, собственно, защищен от комаров, от холода, от дождя. Ну, буду отдыхать внутри. Кстати, у меня была где-то книга. Почитаю сейчас пару часиков, потому что, ну, времени еще мало. Ужин готовить рано. Ближе к вечеру уже начну. Решил вам немного, так сказать, закулисье показать, как все происходит. Я обычно просто выбрасываю все вещи и потом по одной ее раскладываю.
Ну так, слегка, чтобы знали, как тут все происходит за кадром. Вот это зачем я взял, понятия не имею. Проспал целый час, представляете? Немного почитал и задремал. Но неудивительно, здесь внутри жарко. Плюс 26 на данный момент. И, по-моему, на улице закончился дождь. Ну что, дождя как и не бывало, и с деревьев все еще остатки капают. Но, наверное, уже пора идти готовить ужин, потому что уже 8:30, я еще даже успел поспать. Ну, пришел я достаточно рано. Для того, чтобы ничего не делать, я пришел слишком рано. Да, и очень холодает. Прям, на самом деле, так холодно для июня. Сегодня, напомню, 29. И, кстати, еще через буквально 4 дня я отправляюсь в интересное путешествие. Сейчас я вам подробнее расскажу. Хотя нет, на самом деле я вам не расскажу все прям подробно. Куда я направляюсь, зачем. Но я уверен, что вам понравится то место, где я побываю. Я уже давно об этом мечтал. Ну и вот решил вам немножко накинуть небольшую интригу. И думаю, ролика 2-3 я точно смогу снять. Одно место, оно особенное для меня. И ну, не только для меня, конечно, для многих зрителей. И я уверен, что вам понравится, поэтому я сам уже с нетерпением жду, когда попаду туда. И будет интересно. Так что следите в Телеграме за моим путешествием. Я буду там фотографии присылать, какие-то кружочки, может, записывать. И смотрите, и будете первыми, кто узнает о том, где я все-таки побываю. Уверен, вам понравится, ну прям 100%. Ладно, а я пойду в землянку, готовить наконец ужин.
Знаете, пока я спал, случилось кое-что плохое. У меня потекла крыша. Вот, примерно вот в этом месте. Сюда, собственно, капало. Ну, я полотенце подложил. И вот этот участок, который я уже переделывал, я там подкладывал этот рубероид. Он должен был идти по всей длине вот так, но все равно здесь протекает. И не понимаю на самом деле почему. Тут как бы над столом, например, не очень приятно, когда ты сидишь тут в дождь и у тебя капает прямо на стол. Так что осенью я, если будет время, естественно, я исправлю эту ситуацию, и у меня будет порядок с крышей. Не будет никаких проблем. Что ж, дрова я подкинул, и можно приступать к готовке ужина. Буду жарить лисички. И сделаю их с луком и с яйцом. Блюдо довольно простое, и проблем, я думаю, не составит. Простое, вкусное. Ну а что еще нужно в землянке? Я себе также варю компот. Здесь у нас немного земляники я по пути собирал. Еще в дождь я не стал даже снимать. И еще дома я взял, как же ягода называется? Жимолость. Вот. Сейчас еще добавлю ложку сахара и немного поварю. Так, ну лисички я промыл. Сейчас буду их жарить. Компот, в принципе, готовится быстро. Вон уже ягоды закипели. Сейчас я их буду снимать, и они немножко настоятся. Землянка сначала наполнилась ароматами ягод, а теперь этот аромат резко сменил запах грибов. Грибы оказались достаточно сильнее по запаху. Просто, а главное вкусно. Что еще нужно вечером в землянке? Ну что, сегодняшний день подходит к концу. Буду ужинать и спать. Компот просто невероятно вкусный. Ну, по-другому и быть не могло. Тот горячий. Ладно, еще остынет. Ну что, подведу итог. Интересный сегодня день вышел, на самом деле.
Я тут и под дождем побегал, и весь промок, и обнаружил, наконец, где у меня конкретно протекает крыша. Отметил себе задачу на осень отремонтировать крышу здесь. Ну что, скоро меня ждет путешествие удивительное, 5-дневное, можно сказать. Ну, а пока буду просто наслаждаться своей землянкой, своими, можно сказать, родными местами. Я, кстати, хотел назвать видео «Питаюсь дарами леса». Ну, отчасти так и есть, да, лисички. Земляники немного нашел. Ну, остальное, конечно, принес из дома. Конечно, нигде я тут не найду в лесу дикий курятник, чтобы яиц оттуда набрать. Ну и луковица из 5. Что ж, я уже почти собрался и забыл самое главное — посмотреть записи в тетради, если они есть, конечно. Сколько меня не было-то? Честно, даже не помню уже. Ну что, у нас тут есть пару записей. Тут 13-го приезжали в один и тот же день. Ну, 2 разных компании, наверное. И 28-го. Ну, собственно, все. Ну, таких, знаете, просто обычные пожелания. Как всегда, проплывали мимо по реке и так далее. Вот тут кого-то из детей привозили посмотреть эту землянку уже 2-й раз, кстати. Но я записываться, естественно, не буду. Надо уже домой собираться. Не знаю, как я сейчас буду выезжать из леса. Слишком далеко я заехал. Залило все дороги. Ну что, на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я отправляюсь домой. Дождь вроде пока закончился. Это остатки капают с деревьев. Надо еще как-то выбраться из леса. Я на самом деле довольно-таки глубоко заехал. И дороги сейчас все залиты. Ну, как-нибудь, наверное, выберусь. Если хотите узнать о том, куда я отправляюсь в путешествие, заходите в телеграм-канал. Жду вас там. Ну, до новых встреч в лесу.